Ребятушки, привет! В общем, решил еще записать вот одно видео, поскольку недавно случился апгрейд, да, синтезатора. Собственно, я купил две вот таких вот платы. Это, еще раз, это флеш-память, а, собственно, для того, чтобы загружать звуки сторонние в синтезатор. Вот. И конкретно этот модуль это, значит, 2 гигабайтный. Я купил два таких модуля. Соответственно, у меня 4 гигабайта есть в синтезаторе, чтобы, собственно, эти звуки сюда загрузить. Вот. Собственно, как звучит все это, да, могу показать. Ну вот, например, на скрипках, да. Собственно, очень хорошие скрипочки. Библиотека называется вот так. Здесь подсвечена Yamaha Symphonic Orchestra. Неплохая библиотека. Там не только скрипки, там духовые, барабасы и, в общем, все, что нужно для такой музыки, скажем так, ну, классической, например. Вот. Что я не знал, так это то, что, собственно, все эти библиотеки сразу, ну, нельзя загрузить в эти 4 гигабайта, да. Ну, во-первых, сами библиотеки, да, и вот у меня здесь список, да, вот он достаточно большой, да, они, конечно, их размер, ну, общий размер, он больше 4 гигабайт. Поэтому, собственно, даже чисто теоретически их нельзя уместить в 4 гигабайта. Вот. Но самая главная особенность синтезатора в том, что и надо было, конечно же, внимательнее читать инструкцию эксплуатации. Но, к сожалению, да, собственно, не справился я с этим. Вот. А в инструкции сказано, что на самом деле у нас есть подсэмплы, подсторонние сэмплы, всего лишь 4 банка, условно говоря. Вот они. Юзер 1, юзер 2, юзер 3, юзер 4. Вот. В каждом из них 128, условно говоря, слотов свободных, которые мы можем использовать. И поэтому получается всего 512, соответственно, ячеек, в которые мы можем положить сэмплы, либо настройки, ну, в общем, звуки. Вот так. Так что вот такая ситуация. Я этого не знал. И я, значит, насчет этого еще буду немножко думать. Ну, то бишь, условно, как использовать лучшие, собственно, звуки из сторонних библиотек в синтезаторе, в моем синтезаторе. Да, что по поводу библиотек. Как я раньше уже говорил, да, библиотеки не бесплатные. Вот, собственно, у меня есть здесь список, да, сторонних библиотек, которые я купил у, скажем так, товарища из Англии. Вот, я с ним сконтактировал, вот, и он мне за определенную плату, в общем-то, согласился, собственно, продать эти звуки, ну, эти библиотеки. Так что так, не обманул, я ему перевел деньги, он мне выслал ссылки, я там все это скачал, распаковал, значит, загрузил на компьютер, потом, значит, записал на флешку и, собственно, воткнул ее, подключил, да, к синтезатору, и дальше вот теперь я их могу использовать. Вот так. Ну, это то, о чем я говорил ранее, что, собственно, музыканты этими библиотеками обмениваются. Вот. А данный товарищ из Англии, он работает в некоторой там
студии звукозаписи. Вот. Имя называть его не буду, но тем не менее вот так. Так, что еще хотел сказать? Да, за то время, что, собственно, я работал со своим синтезатором, я, конечно... да, я забыл. Опять же таки, у меня остается нерешенная одна проблема, да, это, ну, собственно, одна из главных проблем. Я никак не могу найти плату расширения, которая там висит у меня в шапке, да, это FiveWire, собственно, плата, чтобы забрать, получить с него звук в хорошей частоте и, собственно, отправить его дальше туда на компьютер. Короче говоря, чтобы записать все то, что я делаю на синтезаторе, хорошо записать, ну, с максимально возможным качеством на компьютер и в многоканальном режиме, да. Вот эта плата, то, что она там у меня висит в шапке, я не нашел. Что я нашел? Собственно, я писал во многие магазины, и иностранные в том числе. И ото всех приходил мне ответ, что все, значит, данная карта снята с производства, и, в общем-то, ее нельзя купить. Сейчас, да, то, что я, вот единственное, что я нашел на eBay, человек из Японии продает, значит, рек-версию синтезатора Motif XS. И вот здесь помечено, что я выделил уже, да, что тут так, конечно, смешно написано доска, но это вот этот вот перевод, да, автоматический. То, что, короче говоря, эта карта, она, собственно, установлена вот в этот модуль, да, в этот модуль рековый. Но, естественно, я, собственно, не буду покупать за такую цену. Ну, потому что, во-первых, у меня есть синтезатор, ну, с клавишами, а это рек-версия. И ради одной карты, собственно, вот этой FW16i я не буду его покупать, да. Ну, по крайней мере, сейчас. Если он там будет еще год висеть, ну, может быть, и куплю, да. Хотя, ну, еще раз повторяю, что сам вот этот модуль, он мне фактически не нужен. Все это у меня есть, ну, все эти звуки, они есть в синтезаторе, поэтому... Вот так, это единственное, что я смог найти, поэтому это, конечно, грустно. Я перепробовал и наши магазины, нет, нигде ее нет, и на барахолках ее тоже нет, в общем, грустно все. Ну, продолжаю искать, поэтому вот как-то так пока. Что еще? Да, вот я начал, что, допустим, присматриваюсь я, значит, к фирме Korg на самом деле. И не просто каким-то синтезатором, а вот этому. Это Korg Oasis, да? Oasis. И вот этот синтезатор, он был выпущен в 2005 году. У него вот эта вот панель, да, она на самом деле Touch. Вот. И, ну, я не буду расписывать его достоинства. На самом деле очень крутой синтезатор. Отмечу только то, что на этапе выхода он стоил где-то $8500. Все затраты по его производству не окупили себя, поэтому синтезатор сняли с производства. Тем не менее, это, ну, просто шедевральный синтезатор, и как бы этим все сказано. В общем-то, я бы хотел, наверное, такое иметь. Вот так.
Либо же, если там в будущем не получится с ним, то, наверное, это будет вот такой синтезатор. Это Korg, опять же таки, Kronos. Kronos. Вот. Этот синтезатор, он вот сейчас выпускается. Это полноценная рабочая станция, то есть ей не нужен компьютер. Можно все программировать в нем. В нем тоже вот этот вот там дисплей, он тачевый. И все такое. Кстати, на моем синтезаторе вот этот дисплей, он не тач. Все делается при помощи вот этих кнопочек, которые вот здесь везде расположены. Вот. И теперь еще возвращаясь к Ямахе, ну или Ямаха, как правильно, да. Что мы имеем? На текущий момент у нас есть синтезатор. Это был следующий синтезатор после вот этой модели, что у меня, да. И называется она Yamaha Montage, как произносится. Вот. Но на самом деле тут Yamaha схитрила, и это не полноценная рабочая станция. То есть в нем нет, например, встроенного секвенсора. Вот. Тем не менее, это, конечно, тоже крутой синтезатор. Очень мне нравится там подсветка всех этих кнопочек, вот эти вот регуляторы, да, бесконечно, которые можно крутить что влево, что вправо. Вот эта супер кнопка, вот это вот. Не знаю, я, честно говоря, не пробовал этот синтезатор, потому что, ну, то есть мы же в России живем, да, и вот где ты найдешь магазин, в котором можно вот просто там посидеть, допустим, полдня, попеликать на нем. Нет этого. Приходится смотреть вот эти вот все видео, да, там из Америки или из Англии, из каких-то магазинов, или просто как вот люди выкладывают там то, что они делают, и на этих синтезаторах и вот доверять этому. Но одним словом, да, то есть монтаж я точно пропускаю, вот, хоть это и очень крутой синтезатор, вот, в нем там волновой синтез смешивается с, как сказать, ну, в общем, вылетело из головы, извиняюсь, да. Волновой, я имею в виду, сэмплы можно смешать с обычным синтезом, когда мы, ну, собственно, регулировками, собственно, ну, управляем параметрами волны. Вот, и это очень круто, да, это очень круто. Вот такая ситуация. Ну, а в целом, не знаю, вообще говоря, допустим, я-то синтезаторы, ну, скажем, у меня любовь к ним появилась, знаете, где-то там в 88 году. Вот, мне на тот момент было 10 лет, да, и я там впервые увидел, кстати говоря, Ямаху, да, там у родителей были друзья, вот, которые были в Японии, а оттуда привезли такую штуку. В общем, я, ну, просто влюбился в него. И, ну, вот с тех пор, да, фаначу, вот такие дела. Но потом-то я стал интересоваться, и как бы я видел, что в СССР, допустим, синтезаторы под брендом электроника, они тоже производились, и, между прочим, неплохие. Их до сих пор продают на всяких там аукционах, интернет-аукционах и так далее. И люди за ними гоняются, потому что они звучали, ну, и звучат до сих пор очень хорошо. Вот. Другое дело, что, ну, посмотрите, то, что сейчас происходит, да, ну, как бы, где вот эта отрасль? Ее больше нет, да. Посмотрите там, допустим, ну, я не знаю, на автомобиле, да, ну, при всех там сопутствующих, да, если у человека
там будут лишние деньги, вряд ли он купит наш автомобиль, да. Ну и опять же, а что считать, как можно считать вот этот автомобиль нашим, да, когда он там собран там из импортных вот этих всех составляющих, да. Ну, то есть непонятно. То есть электроника в целом у нас была на уровне. Вы вспомните там эти электронные часы хотя бы тоже, той же фирмы, да, электроника. И, ну, то есть у меня до сих пор есть часы, которые работают. В них просто меняешь батарейку и, ну, собственно, и они тикают получше, чем, да, я не знаю, любые на сегодняшний день аналогичные часы. Так что, понимаете, все как бы... Ну, вот это грустно, потому что все нафиг развалили. Вот то, что я хотел сказать. Ну и... Ладно, о самолетах не буду, но там та же тема, да? Все же мы понимаем, я надеюсь. Все, ребят, всех люблю вас. И давайте как-то, ну, не знаю, пытаться возрождать, что ли, наше производство, да. Чтобы мы могли пользоваться именно и гордиться вот именно продуктами, которые не предназначены для, там, я не знаю, военной отрасли, а именно для нас, там, для потребителей, в конечном счете, для там музыкантов и так далее. Потому что сейчас я не могу сказать этого. И это очень грустно. Все, ребят, люблю вас. Продолжаю, соответственно, искать свою эту самую карту. Надеюсь, что-нибудь получится. И всем хорошего вечера и ночи субботнего. И воскресенья. Всем хорошего отдыха. Люблю вас. Пока.